«Привет, можешь поднять грузовик руками?» «Нет». Шок, правда? Но позволь представить тебе настоящего силача природы. Океан, который тысячи лет назад во время мега-цунами в Африке швырял валуны весом 700 тонн, будто это были камешки. Это был не просто неудачный день на пляже. Это мега-цунами было настолько мощным, что цунами 2004 года в Индонезии и 2011 года в Японии кажутся детскими брызгами в бассейне. Для сравнения, японское цунами породило волны высотой 133 фута, около 40 метров. Индийский океан был чуть слабее, но унес жизни более 200 тысяч человек в разных странах. А теперь представь что-то намного хуже. Долгое время ученые считали, что такие огромные волны – это научная фантастика. Но потом они нашли гигантские валуны, огромные куски скал, заброшенные далеко вглубь суши, и сделали расчеты. Оказалось, что только волны высотой около 800 футов, примерно 244 метра, могли устроить такой каменный погром. А виновником был вулкан, который буквально развалился в океан, вызвав одно из самых мощных цунами в истории Земли. Обычно цунами связывают с подводными землетрясениями. Знаешь, тектонические плиты устраивают разборки. Но вулканы тоже могут устроить цунами. Например, в 1883 году вулкан в Индонезии под названием Кракатау извергался 6 месяцев без остановки, пока не взорвался. Взрыв был слышен даже в Австралии. Это вызвало множество цунами, некоторые из которых достигали почти 100 футов, около 30 метров. Но это все равно было мелочью по сравнению с мегацунами. В древние времена вулкан, вызвавший то мегацунами, был огромным. И он не просто развалился, он потерял кусок, в 10 раз превышающий размер Эвереста. 10 Эверестов. Это как если бы Земля решила проверить, что будет, если бросить гору в океан ради забавы. Масштаб был таким, что когда целая сторона вулкана рухнула в Атлантику, возникли волны, которые могли бы накрыть Статую Свободы трижды. Они также уничтожили остров на расстоянии более 30 миль. Вулкан, стоявший за этой сценой, достойной Майкла Бэя, назывался Фого и находился на острове Фого. Этот остров, по сути, один огромный вулкан, выросший из моря благодаря магматическому очагу, месту в океане, где много магмы вырывается наружу, словно подводный вулкан. Со временем магма охлаждалась и накапливалась, как стопка блинов, пока после 7 крупных извержений остров не выскочил из океана, будто играя в прятки. Сюрприз! Это вулкан. Но драматичное появление Фого было также бомбой замедленного действия. Чем больше растет вулкан, тем тяжелее он становится. Если внутри недостаточно магмы, чтобы его поддерживать, он может просто обрушиться. Иногда для этого достаточно малого – легкое землетрясение, эрозия или слабый фундамент из мягких отложений. Это как если высокий парень пытается балансировать на куче шариков. У Фого были все ингредиенты для катастрофы. Слишком высокий, слишком тяжелый и построен на зыбкой почве. И это еще не все. По мере того, как вулкан становится тяжелее, он начинает сдавливать магму под собой. Эта лава не может подняться, поэтому просто тлеет, густея как суп, оставленный на плите слишком долго. Газы накапливаются, давление растет, и в итоге – бум! Это вулканическая версия того, как съесть слишком много буррито и пытаться сдержать чихание. Это огромное давление и дисбаланс могут спровоцировать так называемый фланговый обвал. Научный термин для УПС – половина вулкана только что упала в океан. Именно это произошло с Фого. Большинство вулканических островов, образовавшихся таким образом, давно исчезли, но Фого все еще жив и активен. Последний раз он извергался в 2014 году, и учитывая, что он просыпается примерно каждые 20 лет, лучше не планировать поездку на остров Фого где-то в 2034 году. Долгое время ученые думали, что только большие вулканические острова могут так разрушаться. Но новые исследования показывают, что даже маленькие острова, этакие Денни де Вито в мире островов, тоже не в безопасности. Маленькие вулканические острова кажутся стабильными из-за их небольшой массы. Это как если Денни де Вито и Арнольд Шварценеггер поскользнутся на льду. Падение Арни вызовет больше хаоса, но Денни тоже может улететь. И эти маленькие обвалы имеют значение. Возьмем Санта-Марию, крошечный остров, в 170 раз меньше Гавайев. Он обрушался несколько раз не потому, что хотел, а потому, что стоит на рыхлых морских отложениях, словно на мокрых панировочных сухарях.
К тому же он расположен рядом с разломом Восточных Азор, где 3 тектонические плиты ежедневно устраивают разборки. Этот разлом вызвал множество землетрясений и даже цунами, которые в прошлом ударили по Лиссабону. Представь, каково жить прямо над этим. Каждый раз, когда вулкан на Санта-Марии извергается и растет, он также оседает. Но когда часть его обрушивается, он всплывает как буй. Этот цикл от подводной горы к острову и обратно означает, что Санта-Мария то появляется, то исчезает из океана, как подводная лодка, играющая в прятки. И каждое появление несет риск цунами. Еще один вулкан с похожими проблемами – Па в Гватемале. Между 2011 и 2013 годами ученые заметили странные движения почвы, небольшие сдвиги, которые намекали на беспокойство под поверхностью. И точно, в 2014 году Па извергся. К счастью, обвала не произошло. Но риск остается, особенно если магма застрянет, как это было с Фого. Последствия могут быть взрывными, в прямом смысле. Около 1000 лет назад Па пережил обвал, который отправил лавины обломков на расстояние более 15 миль. С тех пор он восстановился как огненный феникс, но все еще может рухнуть. Поэтому вулканологи одержимы малейшими колебаниями. Это не паранойя, если гора действительно может упасть. Теперь ты можешь подумать: хорошо, но это было в прошлом. Такие нелепые мега-цунами больше не повторятся, верно? Добро пожаловать в 21 век. Острова вроде Гавайев, Ла-Пальмы в Испании и разных частей Карибского бассейна стоят на тех же геологических подушках с сюрпризом. Все, что нужно, это правильная комбинация. Рыхлый фундамент, крутые склоны, немного застрявшей магмы и бум, фланговый обвал. Это уже происходило недавно. В 2018 году Анакла Кракатау, ребенок знаменитого Кракатау, потерял большой кусок во время извержения. Это вызвало цунами, но оно было скорее неловким, чем разрушительным, как если бы вулкан потерял штаны на сцене. Стыдно, но можно пережить. Но это мелочь по сравнению с настоящими историческими сенсациями. Обвал острова Ритер в 1888 году был настолько мощным, что остров буквально стал ниже, с более чем 2000 футов, около 610 метров, до всего 460 футов, около 140 метров. Но рекордсмен – легендарное мегацунами в заливе Литуя в 1958 году, когда землетрясение магнитудой 7,8 вызвало оползень, который породил волну выше Empire State Building, мчавшуюся по Аляске с скоростью шоссе. Удивительно, но погибло только 5 человек. Однако следы разрушений видны до сих пор даже из космоса. Таяние ледников и ледяных шапок тоже может вызывать обвалы вулканов. Когда они тают, давление на земную кору резко снижается, что может дестабилизировать целые вулканы. Это называется изостатическим отскоком, как если резко выдернуть стул из-под того, кто сидел неподвижно веками. И вот еще одна вещь, о которой ты, вероятно, не думал беспокоиться, отдыхая на острове. Некоторые вулканические острова разрастаются наружу, когда лава стекает в море, образуя нестабильные платформы, называемые лавовыми дельтами. Эти дельты могут обрушиться без предупреждения, унося новую землю, а иногда и туристов, обратно в океан. Так что без паники, но знаешь, лучше держаться подальше от дымящейся новой земли. Так что в следующий раз, когда ты будешь нежиться на пляже вулканического острова, думая «вот это рай», помни, что это может быть и геологическая бомба замедленного действия с склонностью к драматизму. От древних горных пушечных ядер до неожиданных лавовых дельт вулканы любят держать все в напряжении. На сегодня все. Если твое любопытство удовлетворено, поставь лайк видео и поделись с друзьями.